Итак, это Илья. Поговорим в этом видео про религию. Мне, конечно же, не интересна религия как таковая. Мне интересно, почему идея так называемого Бога пользуется популярностью. Ведь, насколько я понимаю, идея существования Бога – это и есть суть религии. И, конечно же, это влечет за собой претензию со стороны этого самого Бога на авторитаризм. Идея наличия некоего авторитета, да и еще такого метафизического масштаба, оказывается весьма заманчивой для человека, не отягощающего себя исканиями собственных смыслов. Есть готовое объяснение всему происходящему в виде некоего Творца, который все знает и всем заведует. Я думаю, что было бы наивно полагать, что религия – это некое отдельное от государственного режима течение. Если оно и бывает отдельно, то оно и есть государственный строй. Кто-то говорит, что есть якобы религия как нечто благое, и есть религия, которая используется как идея в корыстных целях. Но если задуматься, может ли быть идея некорыстной? Ведь никаких объективных признаков существования так называемого Бога нет. Какие должны быть основания относиться к этой идее как к чему-то, пусть даже претендующему на объективность? В идее религии задействована ключевая мысль о том, что есть некто, кто определяет, что есть хорошо и что есть плохо. Самому же человеку отведена роль пассивного существа, которое должно мириться с неспосылаемыми на него обстоятельствами. С точки зрения религиозного мировоззрения, человек не должен предпринимать попыток собственного осмысления бытия, ибо могут обнаружиться истинные мотивы Бога. Почему религия привлекательна? Почему религия привлекательна для многих людей? Наличие религиозных заведений и различных ритуалов в виде определенной системы создает у человека иллюзию осмысленности религии как таковой. Ему начинает казаться, что идейная составляющая религии отражает объективное положение вещей. Хотя это не более чем религиозный антураж, каким бы серьезным он ни казался. Дело в том, что религиозная идея не имеет ничего общего с реальностью. Она существует только за счет своей претензии на авторство по отношению к миру, но при этом не может дать разумного объяснения ни одному явлению. При попытке дать свое объяснение объективным процессам, религия вступает в жесточайшее противоречие с реальностью. Единственный тезис – это то, что есть некий Бог, который все создал. Но при этом священным считается только религиозное заведение. Деревянные доски со странными нарисованными лицами и останки трупов, которых называют мощами. Почему-то религия не может существовать без своей склонности к некрофилии. Сама жизнь не важна. Важно, что будет после этой жизни. Поэтому все мертвое более свято, чем живое. Это один из основных тезисов религии. Религиозный человек – это человек, прославляющий все, что связано со смертью, но не с жизнью. На все, что касается жизни, религия может дать только поверхностные ответы, опять же, приписывая авторство в создании мира некоему Богу. Бог по какой-то причине до определенного момента времени сидел без дела и вдруг решил все создать.
Объяснение любого явления, происходящего в мире, объясняется единственным доводом в пользу авторства Бога. Бог создал людей, которые убивают друг друга миллионами, но Бог, видимо, упорно не хочет вмешиваться в эти процессы. Ему наплевать на свое творение. Вместо этого попы продолжают благословлять солдат на убийство. Получается такая шизофреничная картина. Государственный бог – это бог всего мертвого. Религия избавляет человека от моральных решений. Человеку не очень нужно задумываться о моральном смысле своих решений, потому как его поступки для него самого уже морально предопределены с позиции его религии. То есть он счел их правильными с точки зрения религиозного кодекса. Религия избавляет его от какой бы то ни было моральной нагрузки в оценке своих поступков. Ведь для него становится предметом морального ориентира не сами его поступки, а легкость их совершения, потому что он сам не обременен моральными решениями, которые при здравом ходе вещей предшествуют поступкам. Но он любит себя, хоть и не решает сам, хорошо ли он поступает или плохо. Это любовь к себе, как к неразумному ребенку, для которого абсолютно естественно следовать родительским предписаниям. Единственное отличие заключается в том, что последствия действия религиозного ребенка могут быть куда серьезнее, чем ребенка настоящего.